Здравствуйте, друзья! С вами Ольга. Сегодня мы будем утеплять ручки. Сошьем муфту. В муфте я сделала карман на молнии, в который поместится телефон, ключи, помада, пластиковая карта. В общем, какие-то небольшие, но необходимые вещицы. Я вам, девчата, рекомендую сшить такой теплый и удобный аксессуар. Я буду шить муфту из овчины. Этот кусочек мутона я подготовила для верхней части муфты. Видите, я его сшила из нескольких кусочков. Это ручной обметочный шов. Шов хорошенько разгладила, а с меховой стороны расчесала ворс в местах соединения. Также подготовила кожаную деталь, и эти детали я проклею флизелином. Вот проклеила. Высота у нас получилась 32 сантиметра. Ширина 23 сантиметра. Кожаная деталь высота 5 сантиметров, а ширина такая же, как у меховой детали. Но я на всякий случай добавила 1 сантиметр. Далее эту кожаную полоску делим пополам и разрезаем. Эти полоски будем настрачивать на молнию, но вначале к молнии пристрочим подклад кармана. Размер подклада 23 на 23 сантиметра. На одну из сторон настрачиваем молнию. Затем на молнию настрочим кожаную полоску. Вот, теперь отгинаем подклад. Складываем вот так. И настрачиваем молнию на этот срез подклада. Сверху молнии настрачиваем вторую кожаную полоску. Вот такая заготовка в итоге должна получиться. Вот такой кармашек. Вот, теперь я буду примерять, как это будет выглядеть. И на мой взгляд, кожаные полоски немного широковатые. И решаю их немножечко сделать поуже. Оставлю я по 1,5 сантиметра, остальное срежу. Вот, теперь ширина мне нравится. У меня было вот такое полотно сшитое из кусочков того же мутона. Каждый из сшитых кусочков уже проклеен флизелином. И это полотно я буду использовать для внутренней части муфты. Ширина такая же, 23 сантиметра, а высота на 2 сантиметра меньше, то есть 30 сантиметров. Вот, теперь я покажу, как это будет сшиваться. Здесь все предельно просто. Шьем 2 трубы. Внутреннюю часть вот так вот просто сошью. А верхнюю часть шить будем вот так, настрачивая кожаные полоски сверху. Ну, давайте поподробнее. Сначала сошьем это. Вот, прострочила просто на машинке, лишнее срезала припуски швов, оставив 0,3. Вот, это первая труба у нас готова. Вторая у нас будет сшиваться вот так, смотрите. Нам нужно настрочить кожаную деталь сверху меховой. Для этого я отогну молнию и как бы вложу меховую деталь между молнией и кожаной полоской.
Вот так. И настрочу. Нижнюю часть также отгинаем молнию от кожи. Вот так вот вкладываем меховую часть. Но нижнюю здесь мы будем пристрачивать в раскрытом виде. Видите? Вот. Расстегнули молнию и будем уже вот вкладывать между молнией и кожаной деталью меховую часть. Вот, видите? Вот так подложили. И тут, конечно же, ничем не сметаешь, ну как тут закрепить, на коже останутся дырки. Поэтому все здесь вот так подкладываем и строчим. Вот, в итоге вот так вот у меня получилось. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Вывернем это все. Здесь, видите, припуски не попали в шов, и они топорщатся, поэтому я их закреплю вручную. Возьму ниточку, иголку. Здесь все хорошо, а вот здесь нужно закрепить. Вот просто косыми стежками все закрепила. Все хорошо. Вот. Здесь подклад у меня, конечно, немного вылез с одной стороны. Подложила неправильно. Ну, ничего страшного. Теперь нам нужно сострочить вот этот подклад кармана. С одной и с другой стороны. Вот здесь застрочила и здесь. Лишнее все срезала. Теперь мы можем вкладывать одну трубу в другую, да, внутреннюю часть. Вот так вложили. Все хорошенечко расправили. И теперь соединяем их между собой вот так по кругу. С одной и с другой стороны. Вот такая вот труба у нас теперь получилась. Все, проверяем, где у нас верх, где низ. Вот так должен быть кармашек. Определяем теперь, где у нас будет верх. Да, на каком расстоянии этот кармашек, туда-сюда все решили. Здесь у меня вот лишнее мы срезали от кожаной полоски, но эта полоска мне не подошла, она очень узкая. Поэтому выкраиваю другую полоску, замеряю, мне нужно 2 сантиметра. Отрежу 2 сантиметра и проклею флизелином, чтобы она не растягивалась. Вот. Разрезаю, вот так огибаю полукольцо и буду настрачивать там, где у нас будет верх. Вот с одной стороны и также сделаем с другой. Вот пришила полукольца, вот так выглядит, видите, просто настрочила. Теперь нам нужно обработать боковые срезы. Для этого я возьму кусочек мутона того же, замерила, какой длины они должны быть, эти полоски. У меня получилось 36 сантиметров, это с запасом, и ширина 5 сантиметров. Дальше буду с лицевой стороны настрачивать по кругу. Ну вот так вот, видите, я пристрочила. Вот с одной стороны не дострочила и с другой. Теперь нам нужно сделать вот эту вот обтачку, да, скольцевать ее. Вот. Определила, где их надо сшить, эти края. Дальше срежу лишнее и продолжу строчку по кругу. Вот так вот получилось. Теперь отгинаем все это дело. И эту обтачку вот подгинаем вовнутрь, закрывая шов. И будем строчить по лицевой части. Вот здесь прокладывать будем строчку. Прям по меху. Вот прострочила. Вот так вот это изнутри выглядит. И теперь этот шов нам нужно вычесать. Вот так вычесываем весь ворс, чтобы строчки не было видно. Хорошенечко его поднимаем и с лицевой стороны, и с внутренней. Хорошенечко вычесываем в разных направлениях.
и шва видно не будет. Кривой он или ровный, его видно не будет. Он спрячется внутри ворса. Вот, все размахрили, почесали. Также можно сделать вот эту обтачку или манжетку, да, пошире. Пошире и также сделать, немножечко ее заузить. Сделать внутри дырочку, вставить туда резинку и стянуть. Вот такие вот узенькие манжетики по бокам. Но меня и так все устраивает. И длина, и ширина, все. Все хорошо. Теперь будем обрабатывать вторую сторону. Вот, смотрите, как я сшила. Заправляю, видите, шов, в шов ворс. Вот туда ворс подправила вовнутрь и прошила. Опять ворс подправила. Конечно, весь ворс мы, не получится заправить, но большую часть мы заправим. И вот так по чуть-чуть прострачиваем. Вот, не дострочили до конца, сделали закрепку, посмотрели, где нам нужно соединить эти обтачки. Соединили, срезали все лишнее и продолжаем вот такой этот круговой шов. Все, продолжили. И все. Теперь отворачиваем вовнутрь. Вот, шьем по лицевой стороне. Здесь все на ощупь. Ничего не приметывала, не наметывала, никак не скрепляла. Вот подвернула, пальчиками пощупала, где шов снизу. И потихоньку прострачиваем. Небольшое расстояние прострочили, опять все поправили, расправили и прострочили. Вот, все прострочили. Теперь подчищаем все швы, обрезаем нитки, где какие. Так, раз и срезали. Все, ниточки все срезали и хорошенечко вычесываем швы. Все посмотрели, где, чтобы ничего не видно не было. Хорошенечко поднимаем ворс. Вот такая вот меховая штучка у нас получилась. Очень мягенькая, удобная. Ее также можно сделать и из искусственного меха, можно сделать и из вязаного полотна, из чего угодно. Вот этот кармашек, видите, не снимая с руки, очень легко расстегивать, застегивать. Также в сложенном состоянии, видите, это как кладчик такой. Небольшую подмышку положил, и вот вам сумочка. Также эту муфту можно носить на ремешке. Вот у меня есть такой уже от другой сумки, да, готовый ремешок. Также цепочку подцепить. Вот. Также эту лицевую сторону можно украсить, как-то задекорировать какими-то съемными элементами. Вот, к примеру, да, вот какая-то бижутерия там на шнурке или на цепочке. Вот к этим полукольцам можно подцеплять, и когда нужно прицепить, когда не нужно отцепить. В принципе, натуральный мех, он и так очень красивый сам по себе. Покажу так вот варианты декора, да, пуговицу какую-то красивую найти, пришить. Даже какую-то цепочку, если вот к концам еще добавить кожаные полоски и прицепить к полукольцам. Тоже как вариант. Вот обычную цепочку. Вот сложили ее. Тоже можно вот так подвесить к этим полукольцам, да, она тоже такой съемный декор. Здесь, конечно, вариантов море, смотря что у вас есть. Все вот так можно подцепить, пришить, снять и играть этим декором. Вот какие-то брошечки.
браслет. Также можно по краям как бы вдеть шелковую ленточку, да, и завязать к полукольцам, которые пришиты сверху. Также вот так сделать ремешок, кожаную полоску вдеть вот в эту бляшку. И тоже будет красивый декор. Вот видите, разные браслеты. Также можно и браслетом носить, также можно его подвесить на какую-то шелковую ленточку или на цепочку и подвешивать. Ну вот. Отличный аксессуар, очень мягкий, удобный. И кармашек там, да, у нас всегда с собой телефон, карточка, там денежка какая-то, все поместится в этот кармашек. Всегда это все под рукой, на руке, под мышкой, не знаю. Очень удобный, мягенький. Рекомендую сшить вам. Отличная идея. Ну, на сегодня у меня вот такое видео, такая вот работа пушистая, теплая, мягкая. Желаю вам всего хорошего. До скорых встреч. Прощаюсь с вами. Пока-пока.